Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале «Делаем вместе своими руками». Мы не представляем себе Новый год и Рождество без уютных посиделок и атмосферного праздничного освещения. В этом году два варианта стаканчиков для свечей появились практически сами. Первый вариант мы купили в фикс-прайсе, а для второго разрезали бутылку своими руками. Ссылку на видео с очень простым способом, как сделать из бутылки стаканчик, будет под видео. Итак, куплены свечи, стаканчики у нас уже есть. Теперь сплетем уютный подсвечник своими руками. Итак, друзья, начнем. Мы умышленно выбрали самый простой способ плетения на основе круглого дна. Для того, чтобы нам начать плести, нам понадобится 6 трубочек. Если вы раньше не крутили трубочки, ссылка на видео, как их крутить, будет под нашим роликом. 3 трубочки мы кладем вертикально, 3 трубочки сверху на них горизонтально. Вот таким крестиком. И здесь немного заминаем, чтобы трубочки у нас не катались по столу. Напоминаю, трубочки у нас сухие и твердые. Это у нас будут стоечки. Это основа. А трубочки, которыми мы будем плести, я заранее увлажнил. Теперь нам необходимо наращивание. Наращивать мы будем очень просто. В широкий край трубочки мы капаем капельку клея. Узкий край немного заминаем и вставляем. Все, у нас готова трубочка для плетения. Теперь мы эту длинную трубочку сгибаем примерно пополам, чтобы у нас получилась вот такая петелька. Эту петельку мы заводим за пучок стоечек. Заводим ее до самого конца. Она должна быть у нас очень плотненько. И чтобы плести, мы берем верхнюю трубочку, заводим под нижнюю сверху. Вот у нас получается первая петелька. Вот таким образом, видите. Теперь мы поворачиваем наше плетение. И снова верхняя трубочка идет под пучок, нижняя идет сверху. Так, поворачиваем. Верхняя идет вниз, нижняя сверху. Вот смотрите, мы обошли таким образом один круг. Оплели по кругу все 4 стоечки. Теперь сделаем это второй раз. Верхняя трубочка идет вниз, нижняя сверху. Очень просто справится любой начинающий. Главное, чтобы у вас правильно были подготовлены трубочки. Вот мы прошли 2 круга. Теперь следующая наша задача — это развести стоечки по одной. Вот смотрите, берем, можно какой-то предмет, не очень острый. Вот у меня ножницы я взял. И теперь оплетаем каждую трубочку по одной. То есть то же самое, верхняя трубочка вниз, нижняя сверху. Верхняя идет вниз, нижняя сверху. Так оплетаем все 3 трубочки. Вот у нас получается вот такой рисунок. То же самое здесь. Стоечки разводим в стороны. И точно так же оплетаем. Вот смотрите. Вот у нас получается одинарное плетение. Этот ряд получается, наверное, самый сложный. Вот смотрите, как это у нас выглядит. Теперь, чтобы не задерживаться дальше, я еще раз покажу, как мы наращиваем, чтобы на этом моменте дальше в плетении мы не останавливались. Вот узкий край мы сгибаем, а в широкий край другой трубочки капаем капельку клея. Вставляем трубочки, и все. Наше наращивание свершилось. Наращиваем вторую, только здесь у нас широкий край. Капаем капельку клея, вставляем трубочку и продолжаем плести. Разводим наши стоечки и оплетаем их по одной до самого конца. И вот мы прошли полностью один ряд. Трубочку, с которой мы начинали, самую первую петельку, мы сделаем сигнальной. Вот таким образом просто загнем хвостик. Это будет нам сигнал, где у нас начинается и где у нас заканчивается ряд. И по этой трубочке мы их и будем считать. Теперь наша следующая задача — плести так, чтобы расстояние между всеми стоечками было одинаковое. Это нам будет важно, когда мы начнем делать уголки у нашего подсвечника, чтобы стороны и уголки у нас были симметричны. Продолжаем плести точно так же.
Верхняя трубочка идет вниз, нижняя сверху. Вот такой несложный узор у нас получается. Проходим полный круг. Плетение очень быстрое и легкое. Если есть необходимость, мы можем брать за трубочки и прям подтягивать. Мы дошли до нашей сигнальной трубочки, а значит мы прошли второй ряд. Наращиваем и продолжаем плести третий. Плетем плотненько, чтобы у нас была хорошая основа для нашего подсвечника. И вот мы уже прошли 3 ряда. А значит, половину работы по плетению дна мы уже сделали. Смотрите, мы примеряем сейчас наш стаканчик, чтобы у нас было понимание, сколько нам еще нужно плести. Я так думаю, что 2, максимум 3 ряда. Продолжаем наше плетение. Верхняя трубочка вниз, нижняя сверху. Это очень простое и доступное плетение. Пожалуй, самое простое. А тем временем мы сплели очередной ряд. 4. Вот смотрите. Очень хорошо видно. 1, 2, 3, 4. Плетем 5. После 5 примерим стаканчики. Плетется, как вы видите, довольно быстро. И плетение одного вот такого подсвечника, вот под такой небольшой стаканчик, навряд ли займет больше получаса. Мы закончили 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. Примеряем стаканчик на один рядок. Плетение больше стаканчика, то есть чуть-чуть. Сейчас мы будем прятать наши трубочки в плетение. Делаем еще один виточек, разворачиваем плетение и поступаем следующим образом. Вот видите, беру одну трубочку, примеряю ее к стоечке, подрезаю довольно коротко, увеличиваю размер лунки, беру за хвостик и прям туда, в эту лунку завожу. Никуда она не денется, ее практически незаметно. Подвожу к следующей. Также обрезаю под углом. Увеличиваем размер лунки. Берем за хвостик и заводим. Все. Дело сделано. Вот у нас получилось такое солнышко. Следующая наша задача — оставить только 6 лучиков. Соответственно, мы будем удалять лишние лучики. Беру за лучик и обрезаем через один. Все лучики у нас спрятались. У нас осталось 6 лучиков. Чего мы, собственно, и хотели. Так, вот. Теперь мы и эти наши лучики будем обрезать и прятать. А прятать будем по следующему принципу. Смотрите. Для такого стаканчика нам достаточно будет 3 сантиметра. Это минимум. А для бутылочки, допустим, для обрезанной бутылочки, нам уже нужно будет 4, а то и 5. Я делаю 4 сантиметра, и мне этого достаточно. Смотрите, как мы это делаем. Переворачиваю наоборот и вот таким образом отмеряю 4 сантиметра. Прям сдавливаю трубочку, потом покажу, зачем я это делаю. Итак, все трубочки по кругу, все 6 трубочек. Теперь я все эти трубочки беру и сгибаю. Вот таким образом. На том месте, на которое я делал засечку ножницами. Следующая наша задача — это мы обрезаем трубочки вот таким образом и прячем их в плетение. Увеличиваем также размер лунки. Трубочки у нас твердые, идут очень хорошо. И так мы по кругу обрезаем и вставляем в плетение все наши лучики-стоечки. Обрезаем под углом, также, чтобы острый край лучше входил в лунку. Так, все. Мы завели все наши лучики внутрь плетения. Переворачиваем и переходим на следующий этап. Начинаем плести вот эту часть. А делается все это очень и очень просто. Берем трубочку для плетения увлажненную и подклеиваем ее к одному лучику. Капаем в серединку капельку клея. А потом вставляем туда нашу трубочку рабочую и делаем небольшой оборот этой трубочки. Вот таким образом трубочка склеивается, а мы переходим к следующей. Делаем одно очень простое движение. Заходим справа, выходим слева. И
у нас получается вот такое перекрестие, обратите внимание. И так идем по кругу. Заходим справа, выходим слева. Если у вас вот это перекрестие не получается, значит вы заводите трубочку не с той стороны. И одна из главных наших задач сейчас будет это соблюдать вот это расстояние между всеми трубочками, чтобы оно у нас было одинаковое. Чтобы трубочка не расплеталась, придерживаю ее и наращиваю. И продолжаем. Заходим трубочкой справа, огибаем, ходим слева. Оплетаем все наши трубочки так по кругу. Видите, у нас стоечка уходит. Нам нужно соблюсти ее на своем месте. Чтобы трубочка у нас не уходила, придерживаем ее прищепочкой и наращиваем трубочку. И таким способом мы доходим наш рядок до конца. Вот теперь мы прошли полностью весь ряд. Значит, следующая наша задача. Нам нужно немного подогнуть трубочки в серединку. Чуть-чуть буквально. Это придаст нашему плетению потом объем. Теперь нашу трубочку нам лучше сплющить. Теперь у нас трубочки будут плоскими. Это нам будет очень важно в дальнейшем для плетения. Теперь все трубочки мы будем сплющивать и пользоваться прищепками. Наращиваем трубочку и продолжаем плести точно таким же способом. То есть продолжаем плести второй ряд. Наша задача теперь соблюдать параллельность этих трубочек. Теперь у нас резко увеличивается расход наших трубочек, поэтому наращивание у нас будет проходить очень часто. Мы нарастили нашу трубочку и продолжаем наше плетение. Смотрите, у нас получается такой уже узор. Так, кстати, теперь уже прищепки можно использовать для того, чтобы наши ряды не уходили. У нас снова очередное наращивание. И вот у нас везде по 3 рядка. Таким образом мы проплетем 5 рядов, а потом будем примерять наши стаканчики, в которые будем ставить свечи. Так, и вот так мы прошли 4 ряда. И вот мы уверенно продолжаем плести 5-й ряд. И совсем скоро наша работа по плетению закончится. И вот мы проплели 5 рядов. Настало время примерить наш подсвечник по диаметру. Ага. Вот у нас все, собственно говоря, и получается. В принципе, нам не помешает еще один ряд. Вот, допустим, для этого может быть достаточно и 5, а вот для подсвечника из бутылки 5 будет маловато. Лучше сделать 6-й рядок. А я продолжаю плести и проплету еще один рядок. Вот мы и проплели 6-й ряд. Теперь наша задача спрятать трубочку в плетение. Обрезаем трубочку вот таким образом, под углом также. Берем за хвостик и прячем его в плетение. Перед тем, как покрыть наш подсвечник клеем ПВА, ему необходимо немного увеличить объем. Это мы делаем очень просто. Берем, вставляем палец и надавливаем сюда, в самый край звездочки, видите? И так делаем с каждым. Вот наш объем нашего подсвечника и увеличился. Теперь проверяем, чтобы прищепки ровно фиксировали наше плетение. И теперь берем и покрываем аккуратненько клеем ПВА. У меня прозрачный клей, который не оставляет после себя следов. Мы дадим нашему подсвечнику просохнуть примерно 2 часа, а после того, как он высохнет, я покажу, как мы будем дальше его украшать. Вот наша заготовка просохла. Обратите внимание, какая стала прочная. Теперь мы ее запатинируем. Патинировать мы будем очень просто. Беру кусочек поролона, обмакиваю в краску, отбиваю на подложке и наношу вот такими тычками. Делаем эффект, как будто снегом припорошило или инеем.
Это у меня акриловая краска для радиаторов. Дадим краске немного подсохнуть. И вот наш плетеный подсвечник уже просох, и можно примерить к нему, допустим, стаканчик из фикс прайса вместе со свечкой. Смотрите, как это смотрится. Вот. А теперь примерим стаканчик из винной бутылки. Смотрится очень просто, поэтому я предлагаю стаканчик из винной бутылки еще дополнительно украсить. А украшать будем следующим образом. Берем кружево и клеевой пистолет. И начинаем подклеивать кружево бутылки. Подклеиваем и лишнее кружево аккуратненько подрезаем с помощью ножниц. Теперь мы берем разделочную дощечку, приклеиваем на нее малярный скотч и рисуем на скотче две елочки. Я вот заранее сделал подходящие по размеру елочки. Рисуем елочки, а потом эти елочки вырезаем канцелярским ножом. А потом убираем лишний малярный скотч. Берем наши елочки с разделочной доски и клеим их на наш стаканчик, бутылочку, друг напротив друга. Мы приклеили наши елочки на стаканчик из бутылки. Теперь покроем его лаком из баллончика. После того, как лак просох, мы можем снять наши елочки из малярного скотча. Вот у нас получается вот такой рисунок. А потом мы берем белую краску, тонкую кисточку и прорисовываем контур наших елочек. После того, как контур наших елочек просох, мы в стаканчик добавили еще соду. Во-первых, это делает дно бутылки ровным, чтобы установить туда свечку. А во-вторых, добавляет эффект снега вокруг елки. Ну и все. Наша работа на этом закончена. Если вам понравилось наше видео, оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки. На нашем канале будет еще много нового и интересного. Всего доброго. До свидания.